Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 9 по 15 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Первую карту я уже подготовила колоду. У нас сегодня колода 78 дверей. Это метафорические карты. Первую карту мы достанем и узнаем, что важно знать, как карты видят. Или основная энергетика, может быть, важное событие, какая сфера жизни будет на этой неделе наиболее актуальна. Чего не избежать или неожиданности, с чем мы можем столкнуться. Чему сейчас не время, по мнению карт, что нам может помешать, а что нам будет помогать. Давайте узнаем с вами, что скрыто или что, может быть, я не обращаю внимания, вы, мои дорогие овны. Или, может быть, и нарочито что-то от нас скрывают, может быть, тайна какая-то, увидим. Давайте мы узнаем по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, если мы говорим. Энергетика денег, давайте посмотрим на эту неделю для вас. Что в личной жизни? И достанем совет от карт. Итак, что важно знать на неделе? Вы знаете, хорошее настроение по этой карте, и здесь вообще не совсем она, как в обычной колоде Таро, транслирует нам понимание в том плане, что от наших приложенных действий зависит как будто тот, какой результат мы получим. Но главное, нам никто по этой карте не мешает. Мы осуществляем то, что или занимаемся тем, что нам нравится. Где-то мы на своей волне, чувства могут выйти или вопросы отношений на первый план. И тогда скорее какое-то взаимопонимание. Мы можем планировать по этой неделе встречу с людьми. Это может касаться деловых каких-то вопросов, но еще и дел сердечных. Как будто у нас девушка отправляет голубя, и она уже знает, предвосхищает, какой ответ будет, какой результат. Она радостная стоит, поэтому у нас хорошее настроение, мои дорогие. И вот те два крестьянина, которые на заднем плане изображены, они как будто тоже заняты своим делом. Каждый занят своим делом. Почему я сказала, никто не мешает. Есть размеренность в работе, есть какой-то уклад, порядок, все идет своим чередом. Сама по себе карта неспешная. Когда нам не придется, может быть, как-то себя заставлять, принуждать к чему-то или что-то форсировать. Давайте неожиданности посмотрим. Да и неожиданностей-то нет, приятностей. По четверке жезлов у нас тут семья собралась. Может быть, вы будете как раз вопросы решать по поводу встречи с кем-то из ваших близких. Или вы можете внезапно куда-то отправиться, но эта поездка вам доставит удовольствие. Это встреча с друзьями, это приятные где-то эмоции. Это когда у нас все-таки жезлы, вдохновение, когда у нас все под контролем. Это карты якоря. Есть та составляющая где-то нашей, может быть, личной жизни или нашей семьи, когда мы спокойны за своих близких, когда мы понимаем, что и у нас период где-то ресурсный настолько, что мы можем осуществить, как-то просчитать наши намерения и наши возможности. Мы управляем в целом ситуацией. Как таковых неожиданностей нет, разве что вот эта самая встреча или то, что мы долгое время планировали, мы сможем здесь как раз осуществить. И праздник нам показан, да, и пусть на этой карте нам художник нарисовал словно вид с улицы в окно, и за окном видно, что сидят семья, все что-то празднуют, радуются, а на дворе как раз зима, стужа, вьюга, холод. И вот поэтому даже если вокруг вас, вашей семьи или вокруг вас, мои дорогие овны, какая-то турбулентность, лично для вас, как будто нет никаких помех. Для вас только радость в неожиданностях. Что нам может помешать? Вообще шикарная карта старшего аркана колесница. Сам по себе переезд какой-то, поездка. Нет как таковых помех, но момент внезапности он может быть. Может быть, вот мы говорим, да, перемещение, или вы куда-то можете отправиться, к вам кто-то может приехать, или мы будем решать вопросы, связанные с документами, потому что оформлять визу, например, да, или что-то еще согласовывать. Может быть, мы и планировали, но выйдет оказия, мы что-то сделаем быстрее, вполне вероятно. Вот этот момент я не могу отрицать. С другой стороны, что нам может помешать? Вот в этой колоде карт
подразумевается под картой колесница, удача, успех и популярность. Ну, где-то не зазнаться, наверное, может быть и так. Ресурсная неделя, правда? Или это когда мы можем настаивать чересчур на своем. Вообще нет помех, преград, у кого-то вопросы, связанные с автомобилем, может быть, или вы менять будете автомобиль, или это вопросы будут связаны, например, если вы человек медийный, чем-то вы до этого времени занимались, тут правда может быть, ну, когда приходит к нам возможность быть, знаете, в центре внимания. Мы можем так растеряться где-то. Может быть, и этот момент. Может быть, это на вашей работе. Вы как эксперт, профессионал по какому-то вопросу, и вы будете оценены. Где-то можем стушеваться, что в нашу сторону столько внимания. Поэтому вот этот тонкий момент прочувствуйте. Хотя, в принципе, как таковых помех нет. А что нам будет помогать? Ну, настолько благоприятные карты ложатся. Туз кубков. Приятные эмоции. Когда все как-то слажено. Вот все то, что я в самом начале по семерке Пентаклей говорила, в каком-то своем ключе, в какой-то конве. С одной стороны, это порядок какой-то, гармония, последовательность, цикличность. А с другой стороны, в эмоциях есть какие-то приятные моменты. У кого-то это может быть какая-то новость, которая перед вами откроет новые возможности. Или признание в любви. Или если вы какой-то вопрос вот решали, да, по семерке Пентаклей, что-то, может быть, не получалось. Но вот здесь у вас как раз, мои дорогие, вы будете точно знать, в каком направлении вам двигаться, если это вопросы касаются работы, заработков, или если в личной жизни, тут тоже какая-то ясность наступает. Туз кубков все-таки это баланс во всех сферах жизни, вот нам он и помогает, и где-то и радует. Что скрыто? Император. Вообще, это ваша карта. По старшим арканам Таро ваш знак Овен соответствует этой карте Император. И если нам что мешает, да, мы говорили, может помешать. Я сказала, что где-то, ну, где наша популярность или наша значимость, где-то мы не должны, знаете, транслировать наши желания жестко. Или говорить, вот я сказал, да, и все, с точкой. Есть два мнения, мое неправильное, остальные я даже не рассматриваю. Вот только если мы где-то займем вот эту жесткую позицию. С другой стороны, что скрыто? Здесь как будто все-таки это карта статуса. Мы можем изменить статус. Кто-то может изменить статус благодаря новой работе, а у кого-то изменения в личной жизни. Что-то тут хорошее. Или мы можем, опять же, я говорила, согласовать какие-то документы самого разного порядка. Может быть, они касаются и личной жизни, сюжет у нас старший аркан. Может быть, это касается вашей занятости, работы, в дальнейшем какого-то, ну, прогресса, в том числе и денежного. Или это ваша какая-то новая, словно стезя доходов, да, или ваше какое-то начинание, когда вы тоже можете видеть, какие же передо мной открываются перспективы. Что не возьми, все со знаком плюс. Дела, работа, бизнес. Пара, мои дорогие. Для кого-то из вас, мои дорогие овны, вот вопросы личных отношений могут выйти на первый план. Но надо же, вот так не всегда бывает император, императрица. Как будто мы на одной волне с нашим партнером, да, хотя ведь мы можем, очень ресурсные карты, мы можем договориться в вопросах по работе, мы можем как-то по финансам для себя любую ситуацию изменить. По карте императрицы ведь это карта власти, и вот нам как раз и говорят, императрица это власть добрая. Вот у нас показана императрица, которая как будто подарки какие-то детям дает. Она снисходительна. И есть такое значение, что она знает, как обойти острые углы. Она не создаст себе какого-то противостояния. И мы говорили, что, ну, что скрыто? Нет как чего-то явно скрытого, только есть ли момент, который нам может помешать. Так вот, такие дипломатичные энергии нам
вообще откроют новые возможности, или мы сможем не создать себе каких-то наперед проблем, решить много вопросов, договориться, может быть, с людьми, с которыми сложно договориться, какую-то, может быть, тему такую тоже достаточно сложную решить в высоких инстанциях, ну и в личной жизни, безусловно, тут что-то хорошее, светлое. А для кого-то, кто знает, может быть, известие о беременности, мои дорогие девочки, девушки, женщины, может быть и такое. Или предложение руки и сердца, ну правда, и такое тоже может проиграться. Какая-то все же составляющая вашей личной жизни, она будет для вас важна. Ну и финансы вот по всем этим картам мы еще не открыли, сейчас увидим. Но стабильность и финансовая тоже на этой неделе как будто тоже есть. Ну точно, королева кубков. Ну, наверное, как увеличение в семье, вот такой момент может быть. Или какие-то радостные события, которые касаются вашей личной жизни. Про финансы сказали в том плане, что деньги есть, можно не беспокоиться. Может быть, есть какое-то ожидание, но это словно ожидание какого-то ответа или разрешения какого-то вопроса. Или знаете, когда мы, вот ожидание, да, мы уже предвосхищаем, мы знаем, что это будет, какой результат мы получим, и просто осталось немного подождать. У кого-то, может быть, если мы смотрим все-таки на финансы, и нам сказали, что нужно подождать, даже если есть какая-то заминка в деньгах, мои дорогие овны, вы все равно деньги эти получаете. Но даже и на тот период ожидания, как будто деньги все равно будут. Что в личной жизни, хотя нам и про личную жизнь тут многое сказали. Девятка жезлов в этой колоде мы, скорее всего, захотим что-то изменить дома. Или как-то обустроить свое жилище. Вот в этой колоде карт конкретно мы делаем более комфортным свое жилье. И когда, может быть, знаете, мы словно защищаем его. Не случайно у нас человек несет как будто двери. А дом, который на заднем плане, он такой не самый комфортабельный, словно, и вообще там дверей как будто нет. И есть определенное значение защиты, как будто вы, мои дорогие овны, как защита, опора, надежда или центр каких-то интересов вашей семьи, или что-то, то, что вы можете сделать для улучшения, укрепления, стабилизации какой-то обстановки. Но я бы сказала, что здесь просто в целом в личной жизни что-то, какие-то улучшения, нам карта говорит. Или даже если прежде мы, может быть, со своим партнером имели какие-то недоговоренности, не смогли найти общий язык, вот здесь, скорее всего, благодаря энергии дипломатии мы сумеем проговорить даже сложные какие-то темы и определиться. Ведь это очень важно, когда в личной жизни нет каких-то недосказанностей, да, когда каждый додумывает что-то по-своему, а в результате даже может предполагать, что думает партнер, а по факту-то ведь оно совсем по-другому может быть. Почему и считается лучше в спокойной обстановке любую тему ее проговорить, обсудить, чтобы не было вот этой какой-то двойственности. То, что мы подумали, и то, что есть на самом деле. Тоже есть элемент улучшения. Давайте совет от карт откроем. Король жезлов. Но это уже больше идет где-то огненная энергетика. И у нас Стоунхендж показан на заднем плане. Это карта харизматичного лидера. Ну вот вы будете лидеры от начала до конца. Вы как будто реализуете тот проект или то, что вы хотели в личной жизни. Или как будто по деньгам-то тоже приходит, но может быть чуток придется подождать. Нам уже об этом сказали. Но это правда реализация каких-то своих планов. Оставайтесь на своей волне, мои дорогие овны. То, что вы планируете, вы сумеете осуществить. У вас сейчас очень ресурсный период, и это на самом деле так, в течение всего октября. Для вас даже вот этот коридор затмения, он как бы идет со знаком плюс. Но у нас Марс, ваша правящая планета, она находится в весах. И на этой неделе это будет важно, чудеса дипломатии где-то проявить, потому что мы сами убедимся, что действуя больше с позиции, когда мы настроены на какой-то диалог, а не на монолог, мы добиваемся большего. Тогда для нас как будто вообще нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.